Счастье, счастье, летит счастье. Моим любимкам, близнецам, летит счастье. Держите его крепко. А мы с вами сейчас посмотрим март месяц. Март месяц, два больших события для вас, три события. Ну, первое это то, что Сатурн делает транзит гигантище. Сатурн ограничитель, но очень опытный и учит чему? Опыту. Чтобы ты набрался опыта, тебя ограничивает. Одно и то же по одному и тому же кругу пройдись, еще раз, пока ты не сделаешь опыт. Вот этот гигантище Сатурн делает транзит 7 числа в знак зодиака Рыбы, и оставаться там будет почти 3 года. Ограничитель, опытный мастер. А 23 числа трансформатор, то есть полностью тебя трансформирует. Иногда так трансформирует, мокрое место остается. Ничего, пепел. Плутон – это птица Феникс. Пепел. Вот такие трансформации ты проходишь по Плутону, а потом возрождайся, поднимайся, выходи, поднимайся, выходи, расцветай или нет. Выбор за тобой. Вот такой трансформатор Плутонище, тоже гигантище. Это очень маленькая по размерам планета, но по значимости это гигантище, который тоже делает транзит. И такой, знаете, транзит пробный. Ну-ка я сейчас попробую, пойду к Водолеям. Но потом немножко вернется назад к Козерогам. И окончательно в конце года пойдет и 20 лет будет находиться в знаке зодиака Водолей. И такое положение мы с вами наблюдали в 1700 каком-то году. То есть очень-очень-очень давно не оставался Плутон в знаке зодиака Водолей. И перемены, которые будут происходить, и они будут происходить активно, быстро, наскоком, внезапно, эти перемены ждать просто себя не заставят. И следующее для вас, именно лично для вас, для близнецов, следующий транзит, это наконец-то от вас уйдет Марс. 25 числа Марс, который находился у вас долго, 7 месяцев, который сделал ретроградность, находясь у вас. И в конце концов Марс вас покидает 25 марта и переходит в знак зодиака Рак. Вот таких 3 грандиозных события. Ну а сейчас подробно посмотрим весь с вами месяц. Ну а прежде вижу Розану, слышу такие слова. Близнецы, напоминаю, конечно же, ставлю счастливый лайк. Спасибо, ставите. Спасибо. Счастливый лайк. И смотрим с вами, смотрим. Итак, Солнце до 20 числа будет находиться в знаке зодиака Рыбы. После 20 числа делает транзит в знак зодиака Овен. Что такое, когда Солнце, и что это для вас? Как будет работать для вас, когда Солнце находится в знаке зодиака Рыбы? Солнце очень здесь опытное. Солнце сделало 12 транзитов за год. И находится сейчас в 12. То есть прошла эта планета, светила, прошло большой такой вот опыт, оборот сделала. И перед тем, как зайти в следующий знак, то есть открыть астрологический год начинается с Овна. Перед тем, как его открыть, находится Солнце в знаке зодиака Рыбы. Оно очень опытное, поэтому оно больше светит, греет, но не подключается. Вот ты вроде чувствуешь теплоту, ты вроде чувствуешь так освещение, я знаю, куда идти, я знаю, чем мне заниматься, я знаю, что я хочу. Но вот как будто бы, вот последний шаг, кто-то вот толкните меня туда. Солнце это не делает. Солнце мудрое, оно наблюдает.
Ты уже сам себе выбирай, готов ты этот уже следующий. То есть солнце, которое находится в знаке зодиака рыбы, оно как будто, знаете, открывает ворота, светит, освещает путь и тебя подвел к этим воротам. А дальше ты уже хочешь, ты заходишь. Нет, ты еще здесь топчешься. В вашем варианте, конечно, это открыт вот этот вот путь. Смело вступайте в этот путь. Смело идите в какие-то новые начинания. Кто-то на новую работу, кто-то в новые отношения, кто-то на новую учебу, кто-то что-то делаете, если вы. И это для вас вот да или нет, колеблетесь, то смело можете погружаться вот в это все, входить, причем это такое открытое окно или открытые ворота, такое прям вот добро пожаловать, вот так прям вот welcome, добро пожаловать, bienvenue, вот заходите. Вот так приглашает солнце, но выбор делает за тобой. Конечно, в вашем варианте это очень хорошая подсказка, карьерного роста. Это хорошая подсказка увеличения дохода. Это хорошая подсказка в личных отношениях. Вот тебе путь открыт на личную жизнь, на свою карьеру, на подъем, на учебу, на развитие открыт. Дальше смотрите, солнышко, как только оно сделает транзит в знак зодиака Овен, а там находится Юпитер, и тут же сразу делает секстиль с Плутоном. С Плутоном. Плутон еще находится, но уже готовится к транзиту, но еще находится в Козероге. Смотрите, как это будет работать для вас, эта подсказка. Эта подсказка для вас говорит, что те знания, которые у тебя есть, тебе их достаточно, у тебя все получится. Жди от меня поддержку. Ты уже готов. Решайся на какое-то действие. Хочешь открывать бизнес – открывай. Хочешь на кого-то подать заявление в суд, с кем-то у тебя дележка или у тебя какой-то спорный вопрос по карьере, на работе, тебя что-то неправильно, может быть, уволили, может быть, тебе не доплатили, может быть, где-то выплаты какие-то тебе не сделали. Вот здесь, вот на этом секстиле Плутон говорит: я тебя поддерживаю, делай, начинай, заводи эти дела, у тебя все абсолютно получится. Это твое время. Экзамен сдавать – твое время. Решиться на какой-то такой решительный шаг – это твое время. Дальше смотрите, что. Лилит. Смотрим эту куколку. Фиктивная точка на небе Лилит, черная луна. Также есть фиктивная точка белая луна, ангел-хранитель. Но мы будем говорить о Лилит, потому что Лилит находится сейчас в знаке и долго будет стоять 9 месяцев в знаке зодиака Лев. Конечно, она там хочет надеть корону и хочет быть очень важной, очень главной, чтобы на нее обращали внимание. Каким образом она привлекает на себя внимание, а в марте месяце особенно привлекает внимание. А в марте месяце особенно делает это внимание для близнецов. Со всеми сделает аспект, в том числе с вашим Меркурием. Она в том числе выстроит и с Меркурием конфликт. И вы очень цепляетесь на нее. Многие знаки цепляются. 2-3 исключения есть из этого. В основном все знаки очень подключаются к проказам. Черная Лилит – это такая фиктивная точка, которая нас, колесо жизни, которое ты живешь, вот по этому колесу жизни, которое движется, вставляет туда спицы. И со стороны насмехается. Как ты выйдешь из этой ситуации? А может быть, еще насмехается, ты злишься, ты расстраиваешься, ты реагируешь, а потом тебе Лилит говорит: я пошутила. Но я просто баловалась, я пошутила. Ничего себе пошутила. Я неделю взяла переживание, или там, неприятно было, или осадок такой сильный. А вот, понимаете, такая игра очень не красивая игра. Недостойная игра. Игра какая-то откуда-то из-под. И в марте месяце она себя очень сильно проявляет, потому что делает со всеми, и со светилом, с солнцем.
и с вашим Меркурием, и с Венерой делает аспекты. То есть она о себе заявляет, она о себе показывает, она себя проявляет. Поэтому, конечно, с Солнцем, когда сделает аспект 29 числа Лилит с Солнцем. Солнце уже такое красивое в Овне, Солнце, которое уже в Овне, оно реагирует. Оно реагирует, оно тебя цепляет, оно тебя в виде оскорблений, в виде неприятных выражений слов, в виде агрессии, в виде активности ненужной. Вот так себя будет выражать Лилит. Очень аккуратно не подцепитесь на этот аспект. Каким образом? Всегда дайте время. Вот пришла какая-то неприятная информация. Дайте время для того, чтобы проверить, для того, чтобы отреагировать. Не сразу я реагирую. Каким образом ты реагируешь? Ты можешь обратно ответить неприятно. Ты можешь расстроиться, разнервничаться, обидеться. Неприятно станет, кто-то даже заплачет. Неприятную такую смс-ку получил или еще что-то. Вот в чем проказы. А потом какое-то время прошло, ты уже сам думаешь, почему я так отреагировал или отреагировала, почему так? Мне так было обидно, ну зачем же мне я такое, а оказывается это совсем не то, перепутали, не тому, или еще что-то, понимаете? Поэтому первое, я не реагирую, я дам этому время. Второе, я перепроверю эту информацию, только потом буду принимать какие-то действия, решения. Вот таким образом. Дальше что смотрим? Ну, смотрим ваш Меркурий. Ваш Меркурий активен, довольно-таки активен в этом месяце, в марте месяце, и активен с хорошими аспектами. И с 19 числа будет находиться в Овне, до 19 будет находиться в знаке зодиака Рыбы. Но находясь в Овне, тут же сделает красивый опять с Плутоном. Смотрите, Плутон. И транзит делает, и аспекты делает. Плутон на последних градусах, на последние градусы это всегда идет на возрождение. И ваш Меркурий неожиданно, случайно приносит очень хорошие известия. Приносит очень хорошую информацию. Если вы где-то проходили интервью на работу, вас приглашают. Если вы где-то подавали визу, вас разрешают. Если у вас есть в этот период, вы должны сдать экзамен, вы его хорошо сдадите. Если у вас есть какая-то сделка, она у вас состоится. Просто великолепно отработает здесь ваш Меркурий, который сделает очень красивый секстиль между Плутоном. Здесь и выигрыши какие-то могут быть, здесь и премиальные какие-то могут быть. Это здесь надбавки какие-то. Вы что-то можете подавать в государственные органы, кому-то пенсию надбавить, кому-то по инвалидности добавку сделать, кому-то детский добавить. То есть вы можете немножко как-то с этим дело иметь. Вы можете пойти в банк и поговорить о процентах, эти проценты как-то снизить. Может быть, где-то и даже вам спишут какие-то ваши долги, может быть, где-то штраф, который у вас был, возможно, вы тоже его хотя бы половину можете выиграть, половину заплатить или вообще отменили, чтобы, то есть вы можете делать здесь, ну, получать и получать вот от такого чудесного секстиля. Ну и 23 числа опять Лилит сделает с вашим Меркурием, уже с Меркурием, тоже ждите. Знаете, даже если вы получили официальную бумагу, даже если вы получили с работы, что у вас что-то на работе получили по сокращению или что-то, не отчаивайтесь. Вас могут еще, сказали одно, прислали бумагу уже, вас могут отозвать на работу. Или могут сказать, мы по ошибке отправили. То есть могут произойти здесь через такие проказы. Конфликты. Это конфликты. По Меркурию с Лилит это какая-то конфликтная ситуация со своими близкими, родными. Ты начинаешь конфликтовать со своим ребенком, ты начинаешь конфликтовать со своим близким человеком. И этот конфликт на ровном месте, не из-за чего. Ребенок в школе что-то забыл, вы начинаете ругаться, вы начинаете что-то вспылили, потом залезли, посмотрели, нет, оказывается, не забыл, вот там футболка или кроссовки или там что-то.
оно, оказывается, дома находится. То есть по мелочам вот таким. Дальше, конечно, с вами смотрим. 7 числа полнолуние будет в знаке зодиака Девы. Очень обожаю полнолуние в Деве, обожаю это всегда. Тоже там отвечает ваш Меркурий. Чистоплотность, ментальная очистка. Ментальная и физическая это чистоплотность. Хочешь любви? Давай иди помой руки и все остальное. Хочешь любви? Почисть голову. Мне не надо меня с кем-то сравнивать. Не надо мне о чем-то. Давай вот эту вот сделать ментальную чистку. О бывших о каких-то говорить или о чем-то. Давай только сосредоточимся на этом. То есть такая вот очень, очень хорошая. Я о нем буду делать отдельно видео об этом полнолунии, которое будет 7 числа. А 21 новолуние в Овне. Новый начинается цикл, астрологический Новый год и новолуние в этом начале, то есть в Овне. Это тоже, конечно, знаковое событие, о котором тоже сделаю отдельное видео. Следующее мы с вами рассмотрим, конечно же, Венеру. Это Венера, то, что мы с вами состоим, половина, 50% женской энергии, 50% мужской энергии. Да, бывает гормональный сбой. Ты никогда не знаешь, как и на что отреагирует твой организм. Ты не знаешь, куда, каких гормонов занесет больше. И этот человек не виноват. Иногда бывает у него больше женских гормонов в какой-то период жизни. Иногда зашкаливает больше мужских гормонов. Мы никогда не знаем, что происходит с нашей внутренней гормональной системой. Поэтому Венера, находясь до 16 в Овне, там управитель Марс, а Марс стоит у вас до 25 числа. Это очень сбалансированная энергия. Поэтому не поддавайтесь. Только чувствуете, что-то начали волноваться, что-то начали как-то тревожиться, что-то как-то начали, какая-то агрессивность, сразу себе сказать, должно быть в балансе. Потому что любая агрессивность, любая тревога – это сбой гормональной системы. И ты иногда, когда ты затягиваешь, расстроенный очень долго, плачешь или агрессивный, злой, это все наши гормоны. И ты никогда не знаешь вот в этом споре, в этой агрессии, куда твой гормон, куда его занесет. Поэтому, конечно, этот процесс сложно, но его необходимо контролировать. И смотрите, до 16 числа будет в Овне. Это большой, хороший баланс, так как там управитель Марс, а Марс стоит у вас. То есть вы сможете это отработать. Великолепная для вас подсказка. Новые партнеры, новые встречи. Те, кто в поиске, те, кто еще близнецы и весы, как никто из других знаков, очень партнерские знаки. Вам партнер нужен для того, чтобы есть с кем в диалоге быть, что-то спросить, что-то обсудить, что-то переговорить, чему-то рассказать, что-то научить. Это Меркурий. Меркурий сам по себе информация не может быть в закрытом. Ее она всегда просочится куда угодно. Для чего? Для того, чтобы рассказать всем и получить обратный ответ. Так вот, Венера, которая будет находиться до 16 в Овне, она балансирует, в полный баланс приводит. Учтите это и не поддавайтесь никаким соблазнам, потому что Лилит здесь тоже с Венерой будет делать аспект. То есть ничего не должно выводить из равновесия, потому что здесь наоборот выстраивается равновесие. 2 числа соединится с Юпитером Венера. Соединится с малое счастье, соединится с большим счастьем. Это прибавление, это увеличение, это наслаждение, удовольствие, радость, это подарки. Ты сам можешь получить от кого-то подарок, ты делаешь кому-то подарки. Это приятные встречи, это романтика, это посещение кинотеатра, выставки. Какое-то такое очень большое удовлетворение твоему глазу. Ты выставку цветов, ты можешь выставку картин, ты ювелирных украшений выставку посмотреть. И это большое удовлетворение. Тебе комфортно, тебе удобно. Вот ты оделся, ты комфортно. Вышел на улице ветер, а тебе комфортно, ты одет. То есть ты создаешь вокруг себя комфорт.
Вот такое чудесное соединение. И оно очень финансовое, это соединение, хорошее. Венера, там, где Венера, там всегда финансы. И Венера, которая следом будет делать транзит в знак зодиака Телец, это такая материальная Венера. Она очень хорошо посчитает, она очень хорошо дружит с головой, она очень хорошо может наслаждаться, но наслаждаться до тех пор, пока позволяют и финансы, и время, и все к этому располагает. То есть она просчитывает здесь Венера. Не так, что ты понаслаждался, сделал хороший шопинг, провел хорошо время, приехал, вернулся в быт домой, а у тебя посчитал, тут оплатить не можешь, там ты долг не отдал, и все. И вот это все хорошее превращается в ничто. Так не бывает по такой Венере. Поэтому да, здесь вот таким образом соединение очень хорошее. Потом красивый секстиль с Марсом. Тоже делает Венера, Марс у вас находится. Еще раз люди встречаются, люди влюбляются, люди сигналы друг другу посылают, флюиды посылают, настроение очень хорошее. Гармонируют две энергии, и женская, и мужская, они в соединении, они в гармонии. Также с Сатурном будет очень сильно, будете поддерживаться, потому что 17 числа секстиль Венера сделает с Сатурном, а это опыт, это опыт. Это очень хороший какой-то учитель, книгу хорошую какую-то взяли. Она не столько хороша, сколько она в нужное время, в нужном месте ты появляешься. Ты пришел именно в самое нужное время, туда, куда надо. Ты купил то, что надо. Ты услышал то, что ты хотел найти где-то ответ. Вот столько это опыт. Сатурн – это опыт. Такой прекрасный секстиль с Венерой. Следующее, что Венера соединится 30 числа с Ураном. Соединится с Ураном. Венера находится в Тельце, Уран находится в Тельце, и они между собой делают соединение. Очень красивое соединение. Это всегда гармоничный аспект. По Урану это неожиданно, случайно. Ты можешь выиграть какую-то, ну я не знаю, кто-то грин-карту выигрывает, кто-то выигрывает поездку куда-то, кто-то выигрывает, я не знаю, автомобиль, кто-то наследство получает, кто-то неожиданно человека встречает, кому-то вещь какая-то возвращается, которую вы потеряли. То есть очень приятное, неожиданное событие. Ну и, конечно, 25 числа Марс делает транзит. Наконец-то Марс от вас уходит. Вам Марс, он вам не мешал, но он давал вам ненужные телодвижения, ненужные, и вам и так достаточно, вы и так легки, ветер, вы легко передвигаетесь по жизни, вы легко общаетесь, вы легко информацию воспринимаете, вы легко коммуницируете, а Марс вот этой легкости ускорение давал. Оно вам даже, немножко была такая вот ненужная суета, она и в душе такая, что-то ты много перерабатываешь, лишнее было, поэтому от вас уходит Марс 25 числа, и вы почувствуете, что вот как будто бы какой-то темп, ритм, как будто немножко замедлился, как-то бежал, торопил, а тут как-то раз ты вот в свое время, в свое течение жизни пошел. Ну вот такой вот месяц для вас, мои хорошие. Бесконечно вас всех уважаю. Посылаю вам счастье, за которое крепко держитесь. Жду от вас счастливые лайки. Кстати, вы и еще один знак как-то вот немножко, наверное, забываете. Послушали и забываете поставить лайк. Спасибо за лайки. Напоминаю вам. Ну и, конечно же, до следующих видео. Обнимаю вас.